Привет, привет, мои дорогие и любимые! Сегодня кокосовый бисквит. Это подготовка к следующему видео. Следующее будет торт Рафаэлло. По многочисленным просьбам, по вашим просьбам, друзья, я все буду подробно рассказывать. Есть у меня такое видео, но там, возможно, что-то вы не так поняли. В общем-то, я вроде бы все там и рассказывала. В описании не добавила. Это было давно уже, и поэтому просили вы меня, вот давайте сегодня опять пробежимся. Что я сделала? У меня 6 яиц. Я отделила белки от желтков. Сейчас беру 350 грамм сахара, насыпаю немного в белок и немного в желток. Вот в желток я сразу, допустим, засыпала. Белок сейчас включаю и постепенно буду взбивать. В общем-то, взбиваем белки и желтки отдельно с сахаром. Все. Белок взбился прекрасно. То есть он должен держаться на венчике. Вот хороший пик должен быть. Держится. Соединяем теперь этап соединения белка и желтка. Желток также я взбила. Давайте посмотрим. Вот такая пена, видите, вышла. Сейчас еще буквально секундочку, чтобы я выключила просто немного раньше. Все. И соединяю, переливаю все в одно. И буду аккуратненько перемешивать. Плавными движениями. Вот так вот. Белок вместе с желтком. Это получается натуральнейший бисквит. Без всяких даже разрыхлителей, соды, всего прочего. Да? Вот. Перемешали. Вот такая вот масса получается. И я брала, друзья, 8 пачек по 40 грамм кокосовой стружки. Ну, естественно, я ее пересыпала сразу же. И вот поэтапно ввожу. И вымешиваю. Аккуратненько, без всяких лишних движений. Потому что, знаете, там, где нет, допустим, разрыхлителя и соды, все нужно делать уже аккуратненько, чтобы у нас все тесто поднялось хорошо и пышное было. Вот я взяла даже венчик и венчиком вот так аккуратно снизу вверх вымешиваю. Все, высыпала всю кокосовую стружку. Пахнет уже сейчас. Когда вы будете выпекать, если кто не выпекал кокосовые бисквиты, то знайте, что запах потрясающий. Вот даже сейчас уже вкусно пахнет. Все. Вот мы вымешали хорошенечко все. Теперь я все это выливаю на подготовленный противень. Обязательно пергамент. Все, сейчас возьму лопатку и лопаточкой хорошо пройдусь по стенкам. И буду выпекать. Температура 180 градусов. Вот у меня, допустим, лист, он такой неглубокий и большой, пропечется быстрее. А если вы будете в форме поглубже выпекать, то, конечно, и дольше будет выпекаться. 15-20 минут. А там смотрите сами по своей духовке. Все, и распределяю по всему листику. Такая нежная, принежная масса. Муки сюда ни грамма не идет, мои дорогие, чтобы вы знали это. Хотя можно, конечно, заменить часть кокоса мукой, если, допустим, проблемно с кокосом. Ну, конечно, я не рекомендую, потому что вкус будет не такой богатый. И кое-где там будет попадаться. Это все-таки у нас кокосовый бисквит. Поэтому, если есть возможность,
то лучше не заменять мукой. Ну, вообще-то, для экономного какого-то вам варианта вы всегда задаете разные вопросы. Вот я сейчас уже, как говорится, начинаю думать, что же вы можете спросить. И я сразу вот отвечаю. Лист измерю я напишу, потому что тоже спрашиваете. Все, ставлю в духовочку. Друзья, вот вытащила я его из духовочки. Посмотрите, вот такая вот прямо какая-то такая персиковая какая-то поверхность. Вот цвет такой персиковый, более абрикосовый. Корочка характерна для него такая. Вот как и печенье кокосовое, да, всегда вот с такой корочкой. Что хочу еще сказать. Вот желательно, друзья мои, желательно, чтобы лист был у вас невысокий. Вот это очень важно, чтобы вы не разрезали его вот напополам вдоль, не делили его на 2-3 коржа. Ну, вот так вот, понимаете, и вкус лучше. Он такой более, вот как орех, да, поджарить со всех сторон, либо с одной стороны как-то, вот когда вы на сковородке жарите. Также, что касается и в духовочке, вот он, как бы небольшой слой, хорошо раскрывается этот вкус. И также вам будет удобно формировать. Вот если вам нужно, допустим, 3 таких бисквита, то лучше 3 испечь, чем из одного разрезать 3. Это вам мой совет. Все, жду полного остывания его. Друзья мои, мой бисквит постоял 8 часов. Я также выпекла 2 порции его. Вот, одна порция у меня уже, я ее разрезала как мне надо. Другая у меня вот, посмотрите, это донышко, низ. Вот такой вот прям оранжевое, я бы так сказала, как апельсиновый на вид получается. Это верхушечка. Она такая слегка, можно так сказать, розовая вот почему-то выходит. Очень нежный. Не могу сказать, конечно, что это бисквит. Конечно, основное тесто, оно бисквитное. На основе бисквита мы заменяем муку кокосовой стружкой. Но вот при выпечке это тесто вот немножечко крошится, когда его разрезаешь. Ну, крошек вполне нормально. Это не то, что слишком много, чтобы вы не знали, куда их деть. Нет, вы просто понимаете, да, что он более суше, чем сам бисквит. И вот много кокоса. Этот бисквит достаточно приготовить с кокосом и в крем уже не добавлять никакого кокоса. Поверьте мне, друзья, это будет достаточно того. В следующее видео я буду делать крем для этого тортика. Крем Рафаэлло, торт Рафаэлло. Поэтому ждите следующее видео, мои дорогие. Размер листа я укажу в описании, и полностью раскладочка будет. До новых встреч. Пока-пока.